Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас будет огромный мега-сборник полезных секретов, советов и хитростей с монтажной пеной. Поэтому присаживайтесь поудобнее, смотрите, запоминайте и применяйте по назначению. Всем желаю приятного просмотра, ну а мы поехали! Покупая монтажную пену или пену-клей, например, как в моем случае, пусть даже и от качественного производителя, всегда, вот реально, всегда смотрите на дату производства и срок годности. Старайтесь брать посвежее, чтобы наверняка быть уверенным в продукте. Скажете мелочь, да, но вот вам пример. Баллон пены, который я покупал в прошлом году. Как видите, год довольно древний. Это все потому, что я не проверил и не посмотрел. В итоге баллон можно на свалку. Ну и также прямо в магазине не поленитесь и потрясите ее. Убедитесь, что там не застывшая смесь, так как я тоже попадал на эту ловушку. Поэтому говорю вам не просто так. Перед использованием встряхните пену секунд 30, а потом уже устанавливайте в пистолет, если у вас такой имеется. И закручивая баллон, делаем небольшое усилие, пока не начнется прокручиваться верхняя чашка. Хороший монтажный пистолет – это огромный плюс. Помимо удобства работы, есть еще много интересных плюшек. Во-первых, удобно подавать пену в нужное направление и, кстати, намного экономичнее. Также на самом пистолете можно регулировать объем подаваемой пены. Это очень удобно. Не переживайте, друзья, для фанатов трубочки я тоже заготовил пару годных советов, о которых вам расскажу. И там тоже есть ряд хороших плюсов. Вот, например, справа у нас трубочка, а слева у нас пистолет. И самый жирный плюс трубочки – это то, что если нам нужно всего на один раз запенить какую-то щель, а потом забыть, то этот вариант самый идеальный. Но если вы уверены, что пользуетесь монтажной пеной чаще 3 раз в год, то рекомендую взять хороший пистолет. И много разных головных проблем, болей уйдут на задний план. Вот вам пример еще разницы. Подавая монтажную пену с пистолета, она получается более воздушной. Тем самым она быстрее застывает и будет выполнять свою задачу. Но если подавать пену с трубочки, то пена на выходе более тяжелая, застывать будет намного дольше. Ну и также распирать такую пену в объеме тоже будет больше. Но опять же повторюсь, если нужно просто запенить отверстие, то не вижу смысла вкладывать пару тысяч деревянных в хороший пистолет. Про копеечные я вообще даже не хочу говорить. Возвращаемся снова к трубочке. Если она у вас вдруг застынет от редкого пользования, или вы ее сломаете, или потеряете, то выход прост. Берем подходящий шланчик по диаметру и обычную гайку. Ставим гаечку на выходное отверстие, а потом накручиваем шланг. И все, 0 хлопот и забот. Продолжаем пенить дальше. Хотите работать вообще одной рукой? Добавим гаечку побольше, и усилия нужно будет намного меньше. Запомните этот совет, друзья, я уверен, многим может пригодиться. Также монтажная пена – это отличный клей, и не раз меня выручало. Попробуйте склеить пару метровых досок, а потом разорвать. Я уверен, руками вы точно не сможете. Таким образом я склеивал доску и фанеру, когда делал детские карусельки, держится все отлично. Сейчас же мы вообще закупились и взяли пару коробок монтажной клей-пены. На лето есть один рабочий объект. Дом из газосиликата размером 9х12. Уже завезли пару газелей пеноплекса комфорт, толщина листа в 50 мм. И теперь осталось дождаться только тепла. Я вам даже больше скажу, мы обошли все комнаты тепловизором, чтобы найти все мосты холода. И также замерить температуру, чтобы потом все это дело сравнить. Напишите в комментах, друзья, насколько интересна вам такая тема. Я могу сделать подробный видос, как мы все это дело будем утеплять. А потом еще сверим изменения температуры и посмотрим, насколько работает утеплитель. И подскажите, стоит ли тратиться на зонтики, для крепежа, для крепления листов к стене. Потому что, мне кажется, что пены, реально будет достаточно. А то объем большой, а каждая копейка на счету. Вдруг у кого есть уже опыт в этом деле. Заранее говорю спасибо. Не поленитесь, напишите коммент. Что касается монтажной пены, при нанесении ее на поверхность обязательно удалите всю пыль и немножко смочите водой. Только немножко. Лучше уже побрызгать водой после нанесения. Это ускорит ее отверждение. А все потому, что полиуретан для своего расширения и отверждения требует влаги, которую он берет из воздуха. Если нужно запенить большое отверстие, то делайте это в несколько заходов.
Если же делать это сразу, то пена просто под своим весом не будет держаться, а будет падать. Если нужно запенить маленькое отверстие, то возьмите дополнительную трубочку или шланг. Кстати, в комплекте с пистолетом, хорошим пистолетом, часто кладут такие трубочки. Слегка нагрейте ее и вытяните. Затем, отрезав, у нас получается узенькая трубочка, с которой легко подобраться в маленькую щель, либо вообще углубиться и запенить нужное отверстие. Если у нас задача запенить отверстие, а пистолетом с пеной не подлезть, ведь баллон надо держать вертикально, то есть кверху, пятой точкой, скажем так как газ-пропилен находится в верхней части, и именно он выталкивает нашу пену, то снова поможет небольшой шланчик определенной длины, в зависимости от задачи. Надеваем его на носик и спокойно выполняем работу. Также монтажная пена может отлично помочь при ремонте, если же есть такая необходимость. Загерметизировать унитаз, трон, космолет, кто как называет. Например, при демонтаже, чтобы не попал туда строительный мусор. Достаточно сверху закинуть целлофановый пакет и слегка запенить отверстие. И отличная заглушка сделана буквально за 5 минут. Также монтажную пену иногда применяют для утепления ванн, а точнее для звукоизоляции. Тоже проверенный способ. Если вы креативный человек, то из монтажной пены можно делать различные элементы. Вот, например, с виду огромный булыжник, а на самом деле это муляж. Скажем так, защитный чехол для поливочного крана. И креативно выглядит, и зимой краны не разорвет. И напоследок давайте порассуждаем, надо ли покупать промывочную смесь и промывать пистолет после использования. Я думаю, что нет. У меня пистолет уже около 3 лет. После каждого использования я просто перекрываю пистолет, и в таком виде у меня он хранится. И даже если у меня закончилась монтажная пена, а баллона под рукой нет, то я оставляю все как есть, пустой баллон, и не снимаю его. А когда уже понадобится при следующей работе, тогда уже и заменю. Напишите в комментах, какой больше всего понравился вам совет, о чем вы реально не знали и что сочли полезным. Ставьте лайк, если понравился выпуск. Всем желаю хорошей и легкой работы. Всем спасибо. Всем пока-пока.